Привет, ребят! Как дела? Давайте, подходите. Будем с вами готовить. Что мы будем сегодня с вами готовить? Показываю. Значит, нам понадобятся овощи. Это для салата. Лук я уже почистила. Салатные листья. Помидорчик, перчик. Это для салата. Я уберу. Нам понадобится, девочки, булгур. Булгур, масло бутербродное, масло оливковое, кастрюлька. Ну и в процессе соль, перчик я покажу. Как, девочки? Как вам воскресенье? Привет! Видно, слышно, ребят? Уже начнем потихонечку готовить. Сегодня хочу вместе с вами пообщаться и поготовить. Вот. Сейчас пересыпем. Булгура взять на глаз, девочки. Смотря сколько у вас в семье человек. Я думаю, мне вот этого достаточно будет. Вот. Видите? Ну, наверное, стакан. Стакан. Хотите я? Вот стакан. Обычный стакан. Сейчас. Вот сюда вот так поставим. И пересыпем. Вот. Ну да, вот смотрите. Вот, девочки, чуть больше, чем стакан, видите? Тут вот и вот. Чуть больше, чем стакан. Все. Значит, сейчас это мы должны помыть с вами все. Обычной проточной водой помыть булгур. Булгур помоем. Тем временем поставим маслица. Маслица возьмем. Маслица мы с вами сейчас возьмем. Сейчас, девочки. Возьмем, значит, вот булгур, видите, он у нас очень... Не могу сказать, что чистый. Его надо мыть и мыть. Мыть и мыть. Значит, возьмем маслица. Сливочное, бутербродное. Можете не брать маслица бутербродное, если не любите. Возьмите только растительное. И еще оливковое масло возьмем. Оливковое масло. Включим газ. И пусть это маслица у нас. Ну, вот смотрите, сколько на стакан. Сколько маслица. Любите пожирнее, побольше положите. Любите не пожирнее, поменьше положите. Все. Будем мыть с вами булгур. Готовит сегодня Татьяна Обухова на канале в прямом эфире. Девочки, в инстаграме тоже запустила сейчас. Привет, кто пришел. Готовим сегодня булгур-пиляв с салатом, девочки, мальчики. Привет вам. Погодка у нас сейчас 20 градусов приблизительно. Булгур надо хорошенько. Булгур крупный для пилявлик. Не кёфтелик, а пилявлик. Для плова булгур. Все, в принципе, видите, помыли. Все. Привет, Тань. Привет, Ритуль. Привет. Все, пусть маслица у нас. Привет. Маслица растаяла. Можно добавлять булгур сюда. Сейчас вот так прям. Его надо слегка до прозрачности, я вам покажу, чтобы он притомился в маслице, без воды. Без воды. Воду, вообще чайник я уже поставила. У меня кипяченая вода. Все, пусть сейчас мы с вами пообщаемся. Пока булгур будет томиться. Привет всем, привет, Татьяна. Привет, спасибо, девочки, мальчики, что пришли. Сейчас я, девочки, здесь закончу. Одела платок, потому что волосня сыпется, девочки. Надо идти к Ахмедбею. Сегодня это воскресенье, комендантский час, сегодня не получится. Завтра пойду. Вчера нам
приносили, оказывается. Сейчас я. Вчера нам посылки приносили, оказывается. Девочки, я же говорила, что муж заказал. Представляете, мы же вчера ездили. Я вечером, в 6 вечера загружу это видео. Мы ездили с мальчишами. Айден по делам ездил, нас с собой взял. И Октая отвез туда-сюда в школу. За Татиль-Китаб нужно забрать. Ну, книга для... Привет из Киева. Привет, Наталья. Привет. Спасибо, девочки, мальчики, что пришли. Короче, книжку забрал со школы. А в это время, пока нас дома не было, нам приносили посылки. Представляете? И посылка. И муж сейчас с мужем общался. Здравствуйте. Ой, привет, Москва. Привет. Привет, ребят. Спасибо, что пришли. Булгур готовим сегодня, девочки, мальчики. Я там в начале стрима уже показала. Булгур пересыпала. Здесь вот стоит у меня в кастрюльке на маслице. Сейчас я это уберу, девочки. Короче, все, чайник закипел. Короче, расскажу сейчас чуть-чуть. Посылки. Сейчас с мужем общалась. Муж говорит, вас не было, а выносили посылки. И говорит, еще такое сообщение отправили ему, что типа 2 раза аж приходили с Трент-Йолота. Приносили, он себе заказывал на машину телефонодержатель. Вот эту штуковину приносили. И говорит, 2 раза приходили с расстоянием в промежутке 5 минут. И нам никто дверь типа не открыл. А почему, говорит, тогда сообщения мне не было? Обычно, когда дверь не открывают, они звонят, потому что телефон же есть. Когда карго оформляешь, телефон же пишешь, что в случае чего можно позвонить, сказать, типа, вас дома нету, куда оставить посылку. Короче, это каргисты у нас здесь есть такие, они гнилые, они всегда врут, это уже не первый раз такое. Это вот если на карго вот этой фирмы попадет, они всегда так нам делают, всегда. Вот сколько мы здесь лет живем, столько лет, у них всегда такие. Типа мы приходили, вас дома не нашли, а сейчас положение, видать, они не держат у себя на почте вот эту посылку, они отправляют ее обратно. И обратно отправили на Трент-Йол, и муж уже деньги получил. Ну ладно, деньги получил. Ну просто, типа 2 раза мы приходили, вас не нашли. И всегда эта фирма попадает. Все, девочки, булгур. Булгур. Сейчас я вам покажу, там еще жидкость. Жидкость еще есть, девочки. Вот эту жидкость здесь на масле же. Бутербродное, оливковое масло. Мы его должны слегка притомить. Такого стеклянного такого цвета я вам покажу. Чуть-чуть. Тем временем я хочу же салат порезать. Салат. Вот лучок, помидорчик, перчик, салатные листья. Отдельно в тарелку порезать. И вместе с булгуром, это называется булгур-пиляв, подавать. В общем, вот такие вот дела. Как у вас дела, ребят? Как настроение? Как погода? Жарко. Жарко. Жарище началась. Окна надо дравить, девочки. Окна можно дравить теперь. Вот, видите, девчонки, помните, я вам рассказывала про стаканы-то? Вот, видите, белесые стаканы, и вот как будто это их. Вот. Не знаю, как вам видно, нет? Как будто стекло порезали. Это вот эти таблетки делают. Именно таблетки, плотная масса, которая... Сейчас покажу. Вот такие таблетки, девочки. Вот эти таблетки, вот это вот так делают. Нужно брать таблетки для мойки тарелок, когда у них жидкость внутри есть. Жидкость. Не вот такая плотная масса, а жидкость. Вот это лучше будет. Короче, ну а что делать? Куда? Со временем вот эти стаканы мусор выбросишь. А стаканы-то по шабахче, они не дешевые. Сколько сейчас у вас времени? В Киеве 10. Ну и у нас 10. И у нас 10, девочки. Сколько времени у нас, сейчас скажу. Ой, машинка что-то за... 10:20. 10:20, ребят, у нас сейчас. Привет, привет, Татьяна. Привет из Ташкента. Вот в Ташкенте жара, ребята. Муж говорит, ох,
Жарище. Сейчас пока бугур там у меня. Сейчас я вам с окошка-то покажу. Сегодня Октябрь работает. Я вчера хотела в магазин сходить. Вот, смотрите, семья на самокате поехала. Тепленько. Вчера в магазин хотела сходить, но думаю, ладно, может, сегодня схожу. Кайсы куплю. Урюк. Урюк, он черешня 20 или 30 черешня. Ирик, щелерик 25. Зеленая алча. Дынька, банан, клубника вон есть еще, девочки. В общем, вот такие вот дела. Но сегодня комендантский час. Магазины работают, ребята. Магазин работает. Магазинчик, мусор можно вынести. С собачкой погулять. Последние денечки комендантского дня. Все, вот, видите, ребят? Все, сейчас вот это нужно хорошенько перемешать и залить водичкой. Вот видите, она немножко уже то, что вам, наверное, не видно. Не очень хорошо, наверное, видно. Булгур пляв, вот. Видите, крупный должен быть булгур. Булгур. Привет, в Туркмении. Привет. Да, в Ташкенте 44 жара, да. Ой, спасибо, Татьяна. Привет. Спасибо, что пришли, девочки, мальчики. Вот, видите, булгур крупный, девочки. Для пилявлик, для плова. Есть в Турции для кюфте. Он мелкий, как манка. Что такое булгур? Булгур — это пшеница. Ошпаренная, проваренная и дробленая. Это булгур. Пшеница. Привет, землячка. Привет. Привет. Спасибо землячкам, что пришли. Ой, ребят, спасибо большое. Вот булгур, значит. В принципе, все, я смотрю. Так долго мешать не надо. Это же не ирмик хельвасы мы с вами готовим. Это булгур пляв. Хотите, добавьте салча, томатную пасту. Все, пусть еще чуть-чуть. Какой... Вот, на максимум вообще. Но у меня эта комфорка не очень хорошо. Поэтому я на эту комфорточку. На мелкий такой маленький огонечек здесь. Все. Привет из Киева. Привет, Владимир Иванович. Девочки, ставим лайки. Правильно, Эльвина. Девочки, ставим лайки. И мальчики. В общем, вот такие вот дела. Вчера посылку, ну, сказала же уже, что это, отправили обратно. Жалко. Муж говорит, вот по-французски их там с душком. Ну, потому что это фирма такая. Девочки, как вам внешний вид? Платочек. Волосы сыпятся, капец, девчонки. Я, наверное, пойду. Ну, волосы в хорошем качестве. Не жженые у меня волосы. Волосы у меня живые, девочки. Волосы живые. Я же ухаживаю маслицем, там всякие масочки. Масочки, все это делаю. Какие эти причиндалы. В Туркмении, в городе Челякен 24. О, 24. У нас в Чержоу живут. У деда третья жена, ее внучки живут в Туркмении, город Чержоу. Ну, сейчас, может быть, он не Чержоу, может, как-то по-другому называется. Чержоу. В Чержоу живут. Привет, Танечка. Привет, Вива. Привет, Австралия. Привет, привет, ребят, привет. Булгур пляв готовим. Вы готовите, девочки, булгур пляв? Ой. Кахор, привет. Привет, спасибо землякам. Спасибо большое. Значит, девочки, сейчас водичку будем доливать. Сейчас я хорошенько помешаю. Сейчас. Булгур пляв. Все, сейчас еще раз покажу вам. И салат будем шинковать. Булгур пляв кушают как просто так. Ложками берете и кушаете. Можно салча положить. Я салча не буду класть. Можно с салатом. У нас в Казахстане плюс 30. Ну, мы тоже теперь в Стамбуле будем ждать. Все, девочки, вот так водичкой заливаем. Как вы знаете, булгур любит водички побольше. Побольше. Все. И сейчас вот перец я добавлю. Перец. Сейчас я вас поставлю, чтобы это открыть баночки. Сейчас я баночки открою. И вместе с вами забабахаем перца и соли.
Вот, значит, сколько положим соли. На вкус, на свой взгляд, на свой вкус. Все, мне достаточно. Вот это кофейная ложка, турецкая кофейная ложка. Девочки, красивые баночки у меня тоже есть. Чуть-чуть перчика добавим. Все. Закрываем капаком. Мелкий, самый мелкий огонь вот делаем. Вот, до конца мелкий огонь. И пусть варится. Все. Сколько будет вариться, девочки, булгур? Ну, тоже зависит от фирмы булгура. Вот этот булгур, ну, 20 минут 100% будет вариться. И потом, хотите уже булгур, можно с мясом делать, как обычный пляв. В Киеве пасмурно, 16. У нас вот вчера началась солнечная погода в Стамбуле. И на солнце парит. Как солнца нету, все, прохладно. Танюш, у меня аппетит появляется. Я сижу на работе, аж есть захотелось. Все, девочки. Это же хорошо. Чаржоу теперь Туркменянабад. А, вот, видите? Вот, Чаржоу. А до Чаржоу он тоже же как-то назывался. Тоже же как-то назывался. До Чаржоу. В общем, там это, родственники жены моего родного деда. Александра Ивановна зовут ее. Если видите, Александра Ивановна, я вас помню всегда. Ну вот сложились такие обстоятельства, что мы с вами не общаемся. Благодаря вашим внучкам. В Москве прекрасная погода, солнце, Лоретта. У нас тоже сегодня солнце. Ну, дожди обещают на неделе. Не знаю, в моей Махале будет дожди, не будут. В общем, жара началась, девочки. Буду дравить окна, начинать. Сейчас буду салат резать. Куда бы мне салат порезать? В плошку. А вот в эту плошку, девочки. Буду с вами. Дразнишь нас вкусненько. Да разве это вкусненько, девочки? Ну, вкусненько, конечно. Ну, это такие, не деликатесы. Любая хозяйка может приготовить. Булгур, мне кажется, сейчас в любой стране продается. Булгур в любой стране продается. Девочки, кто писал? Кто писал? Я не знаю, этот человек присутствует на стриме. Нет? Наверное, нет. Ну, может, записи посмотрит. Не надо рекламировать другие каналы турецкие на моем канале. Тем более, тот канал, который вы... Вы пиарщик, что ли, того канала? Вы когда приходите... В общем, это же неприятно. Приходите, у того канала столько подписчиков. Это не мне их надо рекламировать, а вот если они бы меня прорекламировали на своем канале, о, это вот было бы. Тот канал в пиаре не нуждается, вот поверьте мне. Если вы внимательно смотрите каждое видео того канала, кто писал про... Озвучивать не буду этот канал. То вы бы поняли, кто его пиарит. В Латвии сейчас плюс 20, солнечно, очень комфортно. Комфортно. В Стамбуле, когда солнечно, тоже комфортно. Хотя бы влажность такая сильная. Но знаете, когда солнце сильно в Стамбуле, влажность еще больше ощущается. Еще больше. Особенно, когда с другой стороны прилетаешь в аэропорт сразу. Вот перчик я порезала, девочки. Чарльстон называется. Перец. Не показала, что ли? Сейчас. Вот это, он сладкий перец, Чарльстон он называется, вот этот перец, Чарльстон. Он такой салатный, салатный цвет, салатовый цвет. Видите, потом обычный помидор на веточке. На веточке, сейчас покажу веточку. Вот на веточке помидоры, они у меня чистые в холодильнике лежат. Вы же знаете, я продукты с магазина приношу, мою. Не, уже не пахнет. А когда в магазине покупаешь, Таниша, а как в море вы ходите купаться? Нет, в Стамбуле не купаются. В Стамбуле, если хотите купаться, есть, конечно, сейчас вот построили уже такие места. В Стамбуле тоже есть, но это же надо ехать, во-первых. Булгур это рис или пшеница? Пшеница. Это пшеница. Булгур это пшеница, ошпаренная кипятком и дробленная. Дробленная. Она поломанная пшеница, потому что
Пшеничьи колосья, они же большие, а булгур, он же не крупный колосья, когда вы покупаете. Понятно, что какая-то, ну как, крупа. Короче, это дробленая крупа, пшеница это. Есть булгур несколько видов. Да, у нас тоже есть булгур, но у меня как-то руки до него не дошли. Не, вкусно, девочки, но он тяжелый для еды. У кого проблемы с желудком, тяжело будет кушать булгур. Какое смешное название, Чарльстон. Да, как танец, ага. Чарльстон, бибер Чарльстон. Помидоры со шкуркой режете? Нет, я вообще планирую почистить от этого кабука. Нельзя класть. Они у меня быстро, девочки, они у меня быстро помидоры уходят. А мне больше класть некуда, потому что если вот на эту штучку, вот на эту, там солнце. Вот тряпочками, почему я завешиваю, сейчас покажу, девочки. Все покажу в прямом эфире. Тряпочками я закрываю, почему? Потому что солнце сюда попадает. У меня здесь яблоки лежат. Ну, киви иногда кладу, чеснок иногда кладу. И вот картошку вон там. Я закрываю, чтобы солнце не попадало. А там еще вода для поливки стоит. Вот Чарльстон бибер порезала. Помидоры от кабука порежу от кожицы. Лук надо отдельно, вдруг один не будет. Салатные листья. Все, девочки, будем общаться. Давайте с вами. Кому что, может, какие вопросы есть? Руки надо сполоснуть. Вот такие вот дела. По поводу купания в Стамбуле. Сейчас есть, в данный момент есть купаться где в Стамбуле. Просто пойти в Босфор, окунуться. Есть и такие желающие у нас. Кабук чищу, девочки. Спасибо за ответ и ваше доброе сердце. Ой, спасибо. И вам всех благ, ребят. И вас всех обнимаю. Я же хоть и русская баба, ну, как бы с восточным акцентом. Поэтому я всегда всех обнимаю. Понимаете? И, в общем, в Босфоре купаться нельзя. Вообще, во-первых, там большое течение, быстрое течение. Ну, есть такие люди, но они, по-моему, гастарбайтеры, которым где-то надо искупнуться. Летом жарко. Они на машине подъезжают прямо на набережной Босфора. Она же длинная. В одну сторону нырнут, их течением отнесет. Они там где-нибудь метров через 20 вылезут на берег. И прям в труселях по набережной, здесь вот где дорога, кто знает вот эту Üsküdar набережную. По набережной же идти, там буквально три места есть, где есть клочочек набережной. И там постоянно пикники. А так, чтобы пойти прям вдоль по набережной, такого нет. Возле Кыскулеси можно. Там тоже купаются, там камни. А так есть это. В Стамбуле есть вот Принцевы острова. Туда можно поехать. На этом вапурчике. На кораблике. Потом есть в Мальтепе. Там тоже купаются. Вот там огромная набережная в Стамбуле. На Мальтепе. Потом есть в европейской части. Там тоже вот этот Авджелар район. Там тоже есть набережная. Потом Флория район. Там тоже есть набережная. Но в основном жители Стамбула, если хотят купаться, они едут в курортные вот эти места. В ту же Анталию, в ту же Шиле, да, отдыхают. В Стамбуле купаются, но это очень редко. Редко и не все. И в основном, ну я не знаю, я не видела такое, чтобы с семьей пришли, дети, мама. Если женщина, тем более религиозная, как она будет купаться? Она не будет купаться в Стамбуле. Поняли, да, разницу религиозная и вот, допустим, как я. Я не буду, а она тем более не будет. Вот моя свекровь, религиозная женщина. Она ни разу не купалась. Сколько лет она прожила в Стамбуле. Она вот непосредственно в городе Стамбуле, она ни разу не купалась. Она ездила в Шиле, так как у ее сестры там была недвижимость. Они на лето, ну это давно было еще, когда у всех детишки были маленькие. И ездили в Кастамону.
Они же все оттуда, из Костомуну. Хотя, знаете, моя свекровь, она родилась в Стамбуле. Это свекр родился в Костомуну. Я не знаю, почему она родилась в Стамбуле, но она сама из Костомуну, свекровь. Может, мать ее была в Стамбуле в тот момент, когда рожала. И поэтому получилось, что свекровь родилась в Стамбуле. Поэтому она моя... Валиде Султан говорит, я стамбульская девка. Я не костомуновская. Хотя Костомун. Здесь знаете как? Вот, допустим, вот я замуж за турка вышла, да? Где мой турок прописан? Мой турок прописан, так как его родители... Ну, это не прописка называется. Прописка, вот если по-русски прописка, да, где живешь, там и прописываешься. Да, мы тоже любим на море в Турции. Да, нет, в Анталии мы видели, купаются в одежде женщин. Ну вот, видите, девочки? Не приху, значит, я не прихуха. Это, по-моему, у меня чистый или не чистый? Это надо сполоснуть, девочки, листья. По поводу... Скажите, пожалуйста, как... Сейчас, девочки, почитаем. Как проходят выходные турецких семей? Да как, девочки, проходят? Сейчас же комендантский час, сейчас скопление дома гостей. Моя свекровь никого не пускает. Вот мы первые с мужем были, кто к ней приходил в гости. А так она никого не пускает, даже соседей. Из глазка смотрит, по телефону, если что-то ей там соседи купили, позвонили, поставили возле двери. Она дверь открыла, руку протянула, забрала и это. Она не пускает, хоть она и прививку сделала. И это... Она даже женщин на уборку не пускает, свекровь. Потому что сейчас вот этот карантин, комендантский час все-таки. Вчера вот мы ехали по городу, только свадьбы начали. Вчера вот я вам видео сняла, в 6 вечера загружу. Столько свадебных машин я видела. И по дороге, и здесь у нас в Махале. Я вот вам показывала предыдущее видео. Только начало, потому что свадебные салоны открылись. Это только начало, сейчас у нас будут... Сейчас нам закрыли курорт Турции, у многих путевки отменили. Ну вот, видите, это не Турция закрыла границы, это вот именно ваши страны закрыли границы с Турцией. Ограничения какие-то поставили. Сама Турция никогда не закрывала свои границы для туристов. Вот сколько мы сидим с прошлого года, с марта, да? Никогда. Туристам всегда хошгелдин. И, может быть, ограничение авиасообщений было. Турция ограничения сделала, потому что народ же не летает, что гонять? Пустые самолеты, что ли, гонять? Естественно, тоже так же, как... Сейчас я расскажу про семейные эти застолья. Сейчас к этой теме подойду, подождите. Надо же посмаковать немножко, посмаковать. Сейчас. Булгур у нас варится, салат я крошу. И, значит, как сообщить, как эти... Сейчас вот... Только начало, но еще у нас комендантский час действует. Нам еще нельзя собираться в гости друг к другу ходить. А вообще, как застолье? Я вот сколько раз к свекрови ходила в предыдущие года, в прошлые года. У меня есть видео, девочки, за 19-й, за 18-й год. Да-да, это не в Турции, понятно? Угу. Для Украины открыты, вот видите, границы. Это все, не будем о политике, ребят, не будем о плохом. Это, короче, не от нас с вами зависит. Мы простые с вами. Как собираются? Мы приходим к свекрови. Ну, я никогда с пустыми руками не прихожу. Мне как бы совесть в ушке всегда это. Всегда совесть в ушке. Я не могу с пустыми руками приходить. Я предварительно звоню свекрови, что ей купить. Она говорит, ничего не надо. Я на свое усмотрение покупаю, потом мы, когда едем по дороге, она звонит мужу и говорит, ой, мне вот это надо купить, вот это надо купить. Я говорю, а что мне не сказала? Я же тебе звонила специально. Ну, видать, она сразу не скумекала, а потом пошла, пошарила по шкафчикам. Поняла, что ей вот это закончилось, ей это надо купить. Ну, 73 года. Уж когда мне будет 73 года, может, я еще хуже буду. Привет, привет, Серег, привет! Привет, Серега, привет, спасибо, что пришел. И все. Пришли, принесли покупки. У нее что наготовлено, она всегда говорит, в холодильнике все есть, что хотите, то берите. Вот именно в нашей семье, как это проходит, застолья семейные. Иди бери.
Проезд оплатил. Спасибо большое. Проезд оплатил, это значит лайк поставил. Из Тольятти привет, Иночка. Дети с вами ездят? Ну, когда как. Вот последний раз мы с мужем ездили, дети не могли поехать. Привет, Танюш, первый раз попала на эфир. Как вы? Спасибо большое, Елена Самарина. Спасибо, все хорошо. Что готовишь? Готовлю булгур, пляв и салат. В начале стрима все конкретно, все показала, рассказала. Вот сижу, болтаю и салат режу. А булгур это готовится. Дети почему последний раз не ездили? Потому что учеба же, работа, Айден работал, у Октай учеба, у них не получилось. Мы не могли их с собой взять. И мы чисто по пути покупки, муж покупал там рубашки, фубашки, и мы в том, вот в европейской части были, и он говорит, давай к родителям тоже заедем. Я говорю, ну ладно, давай, потому что у нас вечером комендантский час же действует, мы не можем. Вечером, когда у мальчишей закончится работа, учеба, мы не смогли бы поехать, мы попали бы в комендантский час. Вот, еще же вот эти сейчас сложности. Они живут в европейской части, а мы живем в азиатской части. Расстояние между нами 35 километров. Еще трафик на мосту всегда. Поэтому, а там Бог его знает, вдруг штраф, вдруг как, чего. Понимаете, поэтому мальчишки не ездили, а так всегда. Вот в прошлые, когда еще до локдаунов всяких, вот этих карантинов, всегда и видео есть, всегда с мальчишками, всегда. Все 4 человека мы всегда ездим к свекрови. Если там другие родственники приходят, мы с ними встречаемся. Когда мы сюда приехали, как-то больше всех встреч проходило на моей территории. Ну, в смысле, у нас в семье. К нам всегда приходили и родственники, и свекры. Там кто кого друг друга привозил. Свекров же надо привезти. Либо они сами на автобусах как-то добираются. Ну, тяжело же, возраст. Поэтому их привозили к нам. У нас застолье. Ну, я всегда... Есть видео, девочки, я тоже показывала. Фотографии там есть у меня. Прошлые, за 19-й, за 18-й год. Плейлисты есть. Можете там про это проштрудировать немножко видео. Там есть как бы документировано все. А так, чтобы... Сейчас нету таких больших застольев. А вообще, конечно, так же, как и вы все, готовят на столы, накрывают. Просто турецкие кушанья готовят в основном. Сарма. У свекрови всегда есть сарма. У меня нет. Я не люблю сама сарма, поэтому я редко готовлю сарма. У нас очень любит муж, сильно любит, потому что он вырос на этой сарме. Сарма, виноградные листья крученые с тем же рисом или булгуром, без фарша. И у свекрови частенько сарма. Она именно как по-турецки закручивает, тоненько. У меня как-то по-славянски получается, а у нее именно вот по-турецки. А как долма? Долма гостям особо... Ну, есть... Вот, допустим, мы с Октаем, когда в школу в Вилькокул ходили, в начальные классы, у нас там были эти тоже парти школьные. Турчанки приносили долма. Но долма они не варят в воде, а запекают в духовке. В противень берешь, уже рис же он же предварительно вареный, оплачиваем проезд. Да, правильно, девочки, мальчики, спасибо большое. И они в фырыне, в духовке запекают долма, если вы хотите на какой-то парти. Потому что сулук вот этот, водяная долма, невозможно будет кушать, чтобы на одноразовую тарелочку в школе ребятишкам положить. Все-таки долма должна быть запеченная в духовке, под фольгой. Кушают, ну, свекровь не так часто делает долма, она делает сарма. Я делаю долма чаще, чем сарма, потому что я не люблю крутить. Кручу же я одна, как бы едят все, а готовлю только я одна. Поэтому нет, еще, девочки, еще вода есть. Сейчас я вам покажу. Вот я порезала здесь, видите? Сейчас лучок отдельно порежу и салатные листья тоже вот сюда добавлю. А здесь вот булгур пляв. Белесый он. Я же изначально говорила, что вы могли... А русские блюда свекровь пробовала? Конечно. Например, пасхальный кулич. Пасхальный кулич. Чем не русское блюдо? Да? Все, девочки.
Сейчас немножко, как бы снизу корочка, когда образуется, ну, я буду чувствовать корочку эту. Я выключу и накрою каким-нибудь пике. И все, будет, булгур будет готов. Русские блюда. Какие? Пельмени. Ну, пельмени, не, я ей не давала. Она, понимаете, она, моя Валиде Султан, она из той категории людей, она не каждое блюдо будет кушать. Она может кусочек попробовать, кусочек, скажет: вкусно, спасибо, здоровья твоим рукам. Но это не факт, что ей это понравилось и что она в дальнейшем будет. Она может поинтересоваться, как вы это приготовили. Но ей это, ну, чисто из вежливости. Я же знаю, я же не вчера, как говорится, замуж вышла. Поэтому как-то так. Я тоже не буду, не каждое блюдо могу кушать. Я тоже назлый, капризный человек. Просто человек, когда сам готовит, когда сам кумекает вот в этих шарит делах кулинарных, у него уже образуется свой вкус, да? Где-то там соли не хватает, где-то перца побольше надо положить. Но это бог с ним, это такие мелочи. Кто-то там лук в салат добавляет, а кто-то лук отдельно. Вот в моей семье лук приходится отдельно. Или когда в салат добавляешь, нужно спрашивать, потому что Айдын не всегда будет лук, чеснок в салате кушать. Или там какие-то, ну, в общем, вот эти тонкости, это не каждая турецкая женщина, домохозяйка, я говорю про домохозяек сейчас, будет кушать русские блюда. Ну, я шучу, блюда, конечно. Потому что у нее свой специфический вкус, свои пристрастия кулинарные. Привет, привет, милая Танюш. Привет, Викуль. Спасибо за ваши влоги. Вы замечательная, добрая, позитивная, красивая. Ох, красавица! Женщина. Обожаю смотреть ваши видео. Ой, девочки, мальчики, спасибо большое. Спасибо, Викуль. Обнимаю вас всех. Как я уже сказала, я все-таки это русская баба с восточным акцентом, поэтому у меня все-таки объятия присутствуют. Я обнимулечки это. Всех вас обнимаю, всех вас люблю. Спасибо за вашу душевность, за вашу позитивность в комментариях. Спасибо большое. Ну, не все товарищи нам товарищи, как говорится. Некоторые попадают в баню. В баню некоторые. Но это когда уже совсем. Так что, ребят, извините, я не виновата. Может быть, они потом и дизлайки ставят. Поэтому по поводу стрижки. Вот одна дама постоянно пишет: подстригите, подстригите Октайчика. Ну, во-первых, вы некорректно пишете. Вот придет терпению моему оконцовка, и тоже пойдете в баню. Хоть вы, я вижу, вы смотрите меня давненько, но вы некорректно комментарии пишете. Вот к той даме обращаюсь, тоже имя не буду называть. Типа на девочку похож. Разве можно прийти и вот так вот написать? Хорошо, подстрижку сделаем. Вам легче, что ли? Вы спать будете лучше от этого, что Октай подстрижется. Придет время, подстрижется. Айден тоже был с длинными волосами. Вон, посмотрите видео. Есть у меня. Выступал он. Танюш, хотели бы спросить у тебя, когда день рождения, чтобы поздравить тебя? Я рак, девочки, я рак. Какое воскресенье нужно делать прямой эфир? Каждое воскресенье нужно делать прямой эфир. Ой, девочки, я как бы, пожалуйста. Спасибо большое. Как получится. Надо, конечно, надо. Уже некоторые тоже ребята писали, что надо определить время для эфиров. Какое дело, как стрижется, глупости пишет. Ну, Серега, сколько людей, столько и мнений. В такое время самый раз. С утра, да, с утречка 10. Может быть, давайте, ребят, вот кто присутствует, тогда давайте в воскресенье в 10 утречка будет как бы уже постоянно эфир проводиться, да? А вдруг я спать буду в это время? Ну, пока мужа-то нету, я пораньше встаю. Вот сказала, да? Как все уже сказала. Да, в это время хорошо. Вот сказала, мужа нет, я теперь пораньше встаю. А когда муж, значит, я попозже встаю. Вот, слово не воробей, все. Ляпнула. Все. Да не, муж дома или не дома, это от моего желания. Просто хорошо, давайте в воскресенье в 10 часов буду проводить эфиры. Все. Зуб даю. Ребят, зуб даю. Все.
Короче, моем. Что там еще какие-то вопросы были? Не ответила, да? Семейные эти торжества. Ну, застолья как проходит. Ну, в принципе, как у вас у всех. Также готовка, также потом уборка после этих семейных застольев. Спасибо, ребят, за цветочки, за лайки. Спасибо большое. Сейчас я быстро про это. Салатик, ковырчик сполосну. А то я что-то не уверена, споласкивала я его или не споласкивала. Я вообще фрукты, овощи же мою после магазина, вы же знаете. Что это у меня, платок или волосы? Волосы. Видите, я аж в платке, девочки. Вдруг свекровь посмотрит и скажет: о, люблю ваши влоги. Спасибо, Владимир Иванович, спасибо большое. Пишет жена Михайловского. Спасибо большое. Спасибо большое. Привет супругу. Вот это вот чуть-чуть отрежем, вот это сковорджика с салатных листьев. Застаревшие. Ну, все, салатные листья обычно. Кывырджик это, девочки, называется в Турции. Салатные листья. Такой качан салатных листьев. Меленько с вами сейчас порежем. Добавим наш этот. Сейчас бугур-пляв посмотрю. Сейчас я корочку посмотрю. Есть корочка, нету? О, девочки, отлично. Сейчас я вам покажу. Сейчас. Это китайская капуста? Нет, это не китайская. Китайская, она такая овальные листья, такие удлиненные. Можно еще, девочки, по состоянию. А у вас там есть русская подруга или друзья? Сейчас расскажу. Есть плейлист. Подружки, что ли, называются. Русские подружки, что ли. Или... Ну, что-то с подружками связано. Плейлист есть у меня. Там вот есть несколько видео. Нет, еще корочки нету, девочки, снизу. Такая вот, я не могу сказать прям корочка 100%. А у вас замечательные мальчишки, милые сыночки. Спасибо большое, Вика. Не, еще можно постоять. Потомить. Огонек вот, еле видно, видите? На маленьком огонечке. Мы ее друзья. Мы ее друзья. Правильно. Сейчас скажу. Вообще, вот кто живет за границей, я не знаю, как в других странах, в Турции. И кто живет давненько уже в Турции, замужем за турка, именно я говорю про женщин, домохозяек, вот как я, славянок. Я вот по себе сужу. Славянка, домохозяйка, замужем за турком, живет уже не первый год, да, в Стамбуле. На постоянном месте жительства в Стамбуле. Постоянное место жительства. Я ее подруга. Правильно, девочки. Вы мои все друзья. Ну, я сейчас... Вот, вы же мои виртуальные друзья, а я про... Которые вот в Стамбуле живут, да? Стамбул город огромный. Чтобы встретиться... Допустим, она живет в европейской части, а я живу в азиатской. Вы на море выезжаете сейчас? Нет. Вот именно я нет. Я никогда на море не купался, девочки и мальчики. Я уже как-то вам рассказывала, что я вот живу вот и не стыдно, знаете. Я же рассказывала о своей жизни, поэтому надо все правдиво рассказывать. Спасибо большое за лайки, ребят. Нет, я не купалась никогда на море, только ноги мочила. Ноги мочила. Ну и сейчас у меня проблема с ногой. Мне как бы это... Мне это уже не светит. По поводу подруг. Все, девочки, порезали. Салат порезали. Сейчас лук порежем. По поводу подруг. А допустим, есть... Помните, я вам показывала на ярмарку, мы русскую ходили? Вот, по поводу русских продуктов. Русские продукты до локдауна продавались как на европейской стороне, так и на азиатской стороне. Проходили ярмарки. Есть видео. Тоже есть видео за 19 год. В плейлисте мои видео за 19 год. Посмотрите, там есть видео с ярмарки. И красивый блогер. Ой, спасибо большое, Светлана Кылыч. Спасибо большое. Всех вас, девочки, мальчики, обнимаю и люблю. Спасибо большое за ваш позитив. Пусть вам воздастся в 10-кратном размере. Бумерангом все ваши... душевности, позитив ваш, который вы мне дарите в комментариях. Всех вас обнимаю.
В общем, проводятся ярмарки русские, вот именно хозяйки. Она какого числа-то? 10 июля. Спасибо большое, Серег. Ты тоже молодец. Тоже большой души человек. Спасибо большое, ребят. Есть, в общем, ярмарки, где можно купить русские продукты. Ту же сгущенку, ту же сметану, да, гречку, пшено, пшеницу, пшенка. Нет уже таких. Это вот сейчас недавно стали гречку продавать. А раньше до этого, когда я приехала на постоянное место жительства, гречку не найдешь. Не было гречки. Нужно было поискать. Найдешь, надо было поискать. И, в общем, еще где русские продукты можно купить? На район Ля-Лили в европейской части Стамбула. Но это же надо ехать. Вот мне, чтобы доехать до этого. А ярмарка русская проходит в Белик-Дюзю. Спасибо большое, ребят. Вот до Белик-Дюзю. Если я до Кючук-Чекмедже, с Üsküdar'а до Кючук-Чекмедже, где моя живет свекровь, 35 километров. А с Кючук-Чекмедже до Белик-Дюзю еще 100 километров. Представляете? Это сколько мне надо пилить, чтобы до этой русской ярмарки доехать. Здесь у нас в азиатской части, в Кадыкёе, ресторан Фелис, что ли, проходит русская ярмарка. Сейчас локдаун, сейчас нету этих ярмарок. Привет, спасибо, Алена, спасибо большое, что пришли, Наталья. У нас нету Ашана. У нас нету Ашана. У нас же нету таких магазинов. Эти русские продукты, это сами девчонки привозят и продают. И поэтому можно там встретиться с русскими вот подружками. Вот одну подружку я себе такую урвала на этой ярмарке. Ну, как бы, я приходила, репортаж делала про эту русскую ярмарку. Сняла видео, вам показала. И это. Она тоже из Ташкента, землячки мы. Она немножко меня помладше, она тоже замужем за турком. Она зефир делает. Ярослава ее зовут, девушку. Тоже есть видео, мы с ней ходили в кафе, снимали. Потом она тоже живет на европейской части. Понимаете, до меня, чтобы ей доехать. Я не поеду к ней. Я, во-первых, заблужусь. Во-вторых, у меня нога. Я пока до нее доеду, у меня язык на плечо. Транспорт не один же, надо 2-3 транспортами до нее ехать. И у меня язык на плечо будет, мне там не до встречи будет. Она приехала ко мне. Мы с ней посидели в кафе, сняли видео. Тоже есть на канале. Это все за 19 год. Вот именно подружки, где есть, все. Потом мы как-то с ней общались по телефону, тоже я видео сняла. Она у себя дома, я здесь у себя дома. Видео я сняла. Ярослава из Ташкента, но живет здесь, в Стамбуле, замужем за турком. Ее муж и мой муж, они... А метро? Ну, транспорт. Метро тоже транспорт, естественно. Ну, далеко это ехать. Метро ли это, или либо автобус, либо какой-то водный транспорт. Это все время же займет, понимаете? И деньги. И деньги. Проезд в метро-то около 3 лир стоит. Автобус там, смотря сколько остановок вы проедете, тоже от этого будет зависеть. Из Беларуси. Привет, Танюш, привет. Спасибо, девочки, что пришли. Ирина с Узбекистана. Привет, спасибо, что пришли. И, значит, вот встреча. Все, девочки, наверное, надо выключить булку. Встреча с подружками. Это если подружка будет ваша рядом жить в одной махале, вы будете с ней встречаться. И то. Вот тоже же одна девочка меня нашла. Вот здесь в махале у нас живет. Ну, как девочка. Я так образно говорю, девочка. Образно девочка. Она тоже замужем. Ну, в общем, у нее такая история. Я уж не буду о ней конкретно ничего говорить.
ей со мной неинтересно, а мне с ней неинтересно, понимаете? Потому что у нас с ней разные интересы по жизни. Она живет, в данный момент она живет одна. У нее свои взгляды на жизнь, свои... Но она меня нашла через видео, когда землетрясение было. Видео она посмотрела и мне написала. И мы с ней встретились. Мы с ней встретились пару раз. Ну и так иногда в магазин, когда она идет или я иду. Встречаемся на базаре. Салат ничем не заправляю, девочки. Вообще оливковое масло и лимоном сбрызнуть. Салат ничем не заправляю. Каждый сам себе в тарелочку, если захочет, чем-то заправит. Сольки добавит. Я ничем. В данный момент ничем. Вот пустой при вас стоит салат ничем. Все, лук порезала. Лук, вот сейчас что сделаю лук? В общем, с подружками обстоят дела непросто. Чтобы найти своего человека, это у вас года уйдут. Чтобы найти своего человека, чтобы вы смогли ему доверять, приглашать домой, в семью. Понимаете? Какие-то есть, мы же не девочки тоже, не 18 лет там, как бы, и некогда особо встречаться. И у турецких женщин, это я сейчас про славянских женщин рассказывала, русскоговорящих, не славянских, а русскоговорящих. И у турецких женщин, вот, допустим, моя свекровь, она турчанка. Я не могу сказать, что у нее много подружек. Соседки есть сестры, с которыми она общается, которые ей помогают, и она им помогает. Вот это подружки. Сестры это подружки, родственники. Понимаете? Даже я ей не подружка. Понимаете? Я Гелин. Все. Гелин и подружка это разные. Вот у меня в семье так. Где-то у кого-то может быть по-другому. Может быть, свекровь это подружка. У меня никогда свекровь не была подружка. Никогда. Ну, наверное, ей это не надо, и мне тоже не надо. В общем, как-то так. Что я хотела, девочки, делать? Лук. Вот лук. Что можно сделать с луком? Сейчас я вот это уберу, девочки. Что можно сделать с луком? Вот, возьмем лимон. Лимончик. Вот так вот. Лимончик. И выжмем вот так на лимон. Лимон выжмем на лук. И на салат тоже выжмем. На салат можно лимон добавить, девочки. Масло потом, потому что масло, салатные листья впитывают масло. И потом салат постоять будет невкусно. Перед подачей, перед приемом салата оливковое масло дольете. Заранее лучше не надо. Все. Вот сюда добавили лимон. И еще, что мы любим? Мы любим сумак. По-русски, по-моему, он звучит как сумах. По-турецки сумак. Вот у меня тут написано. Сумак. Что это такое? Знаете, что это напоминает? Он немножко кисленький. Он немножко кисленький. Вот если его вот так вот попробовать. Ну как? Вот так вот, если его попробую. Он такой, знаете, ну, бордовый, не бордовый. Он мне напоминает черемуха. Мелко-мелко-мелко протертая. С косточками вместе черемуха. Вот мне почему-то так напоминает. Не знаю почему. Но это мой вкус. Сумак, короче, берете и прямо вот сюда вот добавляете. На лук. На лук добавляете. Это будет у вас салат. Луковый салат будет. Очень вкусно. Я думаю, в России продается сумак. И в Ташкенте есть уже сумак на базарах. На Алайском 100% найдете. Дорого, но будет. И потом, рука у меня от лимона чистая. И вот так вот жмямкаем. Жмем. Прям не стесняемся, девочки. Лучок порежьте, как вы хотите. Хотите полукольцами, хотите. Но если полукольцами будете вот так жмякать, он же у вас все равно поломается. Все, лимон, можете соль добавить. Я соль не буду добавлять.
лимон и сумак. Все. Можете перчик черный добавить. Все. Все, девочки, вот вам салат. Луковый салат. Его можно как к мясу, как к рыбу, как с овощами, как с крупами. Будет. Еще мне спасибо скажете. Сама себя не похвалишь. Все, девочки, вот. Все. Сейчас руку сполосну. Сейчас бугур покажу. И все. Но это еще не все. Нет. Сбрехала. Не все. Не все. Объем трофика мне пришло. Вот. Я уже накрыла. Булгур. Все, девочки, видите? Всю водичку впитал. Я даже не пробовала. Я уверена, потому что я же уже, у меня рука набита. Все, девочки. Все. Что мы с вами сделаем? Мы возьмем с вами вот такую тарелочку. Вот тарелочку возьмем. Можете положить томатную пасту, перцу, перцовую пасту. Ну, биберсал сейчас и вот это по-турецки. Ладно, много не буду класть. Вот. Все. Вот сюда добавили. Взяли ложечку. Вот здесь у нас с вами помидорчик. Да? Перчик. Можно еще помидорчика. На ваш вкус, как вы любите. Сколько, как вы. Это же не принципиально, сколько количество ингредиентов возьмете. Прямо непосредственно в булгур-пляв вы добавляете. Вот этот вот салат. Девочки, салат и лучок. Все. Все, девочки. В булгуре у меня есть черный перец. Как вы помните, изначально я добавила и соль, и перец. Все. И можете заправить оливковым маслом. Все. Вот вам салат. Это можно подать и с рыбой, и с мясом. И просто вот так кушать. Все. Не могу сказать, что это кысыр. Но кысыр готовится также. Кысыр-салат с булгуром готовится также. Но это не кысыр. Это именно пиляв. Булгурлу пиляв с салатом. Остатки лимона можно кипятить в чайнике. От Надьки помогает. Да-да-да. Мы так и делаем. Спасибо большое за совет. Раиса, привет. Все, девочки. Дальше. У меня есть отварная курица. Приятного аппетита. Спасибо. Вот курица у меня есть. Возьмем вот вилочку. Маленькую возьмем вилочку. Возьмем курочку. Курочка у меня здесь с куркума есть. Имбирь есть. Всякие травки-муравки. В духовке запеченная курочка. Это филе уже. Косточки я уже убрала. Все, с курочкой. Курочка. И вот этот булгур-пляв. Ну, чем не красота? Вкусняшка. Вкусняшка, девочки. Скажите, вкусно? Вкусно. Вкусно. Девочки, можно я попробую? А? Я вообще человек нетерпеливый. Я, если не попробую, я спать не могу. Шик-модерн. Девочки, легко и просто. Вместе с вами. Я бы побыстрее, может быть, приготовила. Но я же еще калякала с вами. Ну, бугур-то мы вместе с вами готовился же он на огне. Правильно? Сколько он там готовился у нас с вами? 20-30 минут. Все, девочки, вот такая вот. Вот такая вот. Мы это можем кушать и на завтрак, и на обед, и на ужин. Но это как сказать? Это как основное блюдо будет. Помимо этого всего можно что еще сделать? Какую-то котлетку приготовить, да? Тунец. Тунец в банках. Я смотрю, мальчишки ночью подъели 2 банки, у мусорки валяются. Тунец можно, бугур с салатом, с лучком смешать с тунцом.
Консерва вот эта, банка рыбная. Тунец добавить. Еще что я делаю тунец? Я добавляю макароны, отвариваю. Обычные любой формы макароны. Отварила, с тунцом перемешала. В тунце там же есть масло. Вместе с этим маслом. Овощи также порезала, добавила. Укроп петрушки у меня нету, девочки. Вот здесь не хватает укропа петрушки. Но у нас мальчишки не будут с укропом петрушки. А Айден вообще не будет. У Айдена вообще какой-то свой вкус. Он вырос, он такой противный стал. Хуже бабасы, блин. Бабасының кузусу, блин. Вот честное слово. Такие у нас привередливые в семье. У нас у каждого свой вкус. Поэтому, когда собираются вот эти все семейства за одним столом, кто-то там не досолил, возмущается, кто-то там не доперчил. У кого-то лук попался, у кого-то чеснок, у кого-то... Все настроение, короче, это обсерут. Честное слово. А я женщина не капризная. Я раньше очень обижалась. Очень. После вот этих семейных застольев я, блин, ругалась с мужем. Я сейчас семейные застолья говорю про родственников мужа. Я прям рыдала, девочки. Я рыдала. Потом, блин, я взяла себя в руки. Сказала, ёкалась. Короче, я это... Не нравится, сказала, не ешьте. Приносите свою еду. Ну, тоже с юмором. Они сказали, мы шутим. Я говорю, я тоже пошутила. И все. И все. У нас свекровь капризная в еде. Отец нет. Отец всегда все, что... Когда приходили, вот раньше свекр со свекровью, всегда, что бы я бы ему не приготовила, он всегда... У него еще с детства, ну, отцу 83 года. Вот он докушает тарелку, и хлебушек берет, и хлебушком вот так вот все. После него тарелка блестит, чистая, никаких остатков пищи нету. Так посмотришь, думаешь, вроде чистая, даже и не ел никто с этой тарелки. Вот такое ощущение. Вот отец у нас ест так. Мама... Это я к чему говорю? Потому что она домохозяйка турецкая, которая готовит все сама. Вот женщины, турчанки, которые домохозяйки, и вот я сейчас сама такая же становлюсь с возрастом, я точно такая же, я тоже, фу, это я не буду, фу, это не мой вкус, понимаете? Отцы всегда такие. Не всегда. Не всегда. И знаю, что бывает наоборот. А вы только кушать готовят, да как новости на улицу, как карантин. Не поняла я вас. Ну да, я только кушать готовят. Что мне еще делать? Я же домохозяйка. Турецкие женщины. Ой, турецкие эти, особенно с возрастом. И я сама такая становлюсь, девчонки. Я вот на свекровь смотрю. Вот 25 лет в браке, когда я приехала и ее первый раз увидела, думаю, какая противная женщина. А сейчас сама такая. Сама противная. Сама приду вот кому-нибудь в гости... И сама ловлю себя на мысли, что я сама недовольна вот этими блюдами, которыми мне дают. Да, блин, якши я вам положи в карман, как говорится. Зашла в чужой дом, рот на замок, сиди, блин, что дали, то и ешь. Скажи спасибо и все. Не, в уме, я вслух ничего не говорю, вы что? Не, я не буду говорить там, ой, у вас невкусно. Я так не скажу. Я только могу подумать у себя. Девочки, у вас не так? Вот придешь кому-нибудь в гости, покушаешь, думаешь, ой, а я бы не так сделала, я бы вот так вот бы сделала. А я люблю слабосоленую семку. О, девочки, где бы еще ее найти, семку-то эту? Мы сами рыбу солим. Селедку. У нас селедки-то сами, турки же не кушают селедку соленую, как вот мы в России. Они не будут, им это бесплатно не надо. Ни икры, ни селедки, им это не надо. Тоже же на канале у меня есть, как я селедку солю. Тоже не с первого раза же это получилось у меня. Пересоленная до такой степени была. Ну, съела все. Потом раз 5-й, наверное, я уже солила. Ну, это не селедка, это скумбрия. А самон же в Турции. Ну, есть самон, но я не солила самон, девочки. Во-первых, он дорогой. Там 4 кусочка 20-25 лира. В том же Шоке, в том же Аюзбире. И что-то его сейчас нету. Может, только у меня в этом Махале нету. Сколько вот хожу в Аюзбир,
Ни креветок, ни самона нету. Куда разобрали, что ли? Мороженое это вот это, замороженное. Самон-то свежий, ого-го, цена вообще. Тут замороженный-то 20 лир стоит, 4 таких кусочечка. А мы как-то не ходим по гостям, все больше по ресторанам. Везет вам, везет вам. И я хочу. Она дорогая, да, поэтому... И этот самон посолишь, это же только я буду есть. Она же только... А мне как-то еще стыдно. Стыдно, дорогая рыба, и только я буду есть. Я хочу купить тот же самон, а я в гостях все с удовольствием ем. А бы самой не готовить. По молодости у меня тоже так было. Сейчас нет, девочки. Даже вот я же говорю, с возрастом. Это все с возрастом приходит. И кто меня научил готовить? Муж научил готовить. Муж, еще живя в Ташкенте, он приходит из ресторана. Он же меня с собой в рестораны не брал. Потому что он же идет там с коллегами, с какими-то... По работе, короче. А что я там буду делать? Никто же он не берет, он меня возьмет, что я там как клуша буду сидеть. Я и сама так особо не пойду. Это если какие-то из офиса. Ой, вот ваши бы слова заслужили это. Ваши бы слова, да богу, в уши. Не, я еще не заслужила, девочки. Я вон на Вайкике одежду только сейчас себе могла купить. Муж в Ташкенте чем занимается? Иншант мухендис муж. На узбекский, наверное, тоже так. Инженер-строитель муж. По поводу Вайкики одежды-то. Помните? И то вы меня раскритиковали. Что ты там набрала? Все однотипное, девочки. Так я же где живу? Я же это все буду... Вот, это же вот эта вся одежда. Я с удовольствием, девчонки, ношу. Я такая довольная. Вот эта кофточка на Вайкике сейчас упала в цене. Упала. Но размера нету большого. У меня-то большой размер. XL это или... XL, по-моему, это. XL нету такого размерчика. Понимаете? Поширше же я хочу. Мне же надо и ходить на улице в этой одежде. Я, короче, в 19 году посмотрела в Вайкике, в Капитоль пошла. У меня и название есть, видео. Еще не заработала. Понимаете? И я ждала. У мужа в кармане денежки зашевелились, и я побежала, быстренько себе купила. А вот парадокс, девочки. Море. 3 моря, а рыба дорогая. Это парадокс. Это парадокс. И это не только я говорю. Мой свекор, он говорит, в молодости рыба была дешевая. Дешевая и столько разнообразия. Вот здесь в Босфоре одна рыба. В Мраморном море другой сорт рыбы есть. Он говорит, в Мраморном море рыба вкуснее, чем в Черном море. Он мне так сказал. Он же был этим. Он в армии служил. В армии служил 3 года, и он был этим. Тын-тын-тын-тын-тын-тын-тын. Как это? Радист. Радист он был. На корабле. На корабле. И, говорит, нас там закормили рыбой. Я, говорит, даже акулу кушал. Это он служил в армии, и их акулы кормили. Представляете? Рыбы, говорит, нас закормили. Что ни день, что новое какое-то блюдо из рыбы. Я, говорит, эту рыбу вообще переел в армии. Долго не хотел. Вообще не хотел. А потом, говорит, когда захотел уже, после 50, смотрю, а цены-то уже, ого-го, на рыбу. И тоже, говорит, поражался, почему кругом моря, а рыба такая дорогая. Потому что все уходит. Уходит рыба. Для граждан ничего не остается. Рыба очень дорогая. Вот помните, мы ходили в Капитоль. Видео же тоже есть. Рыба. Золотая. Я говорю, она что, из Сибири, что ли, приехала эта рыба? Рыба турецкая из Сибири приехала. Такие цены. 200-300 за килограмм. Это что такое? А у нас океан кругом, а все морепродукты дорогущие. Вот в Австралии, пожалуйста. Это почему так? Я тоже уму. Парадокс какой-то. В Турции живем, а рыба дорогая. Ладно, мясо дорогое. Хорошо, мясо дорогое. Как я вам говорила, турки же не каждый день едят мясо. В таком изобилии, как русские, как вот мы привыкли, русские люди. Все, кто живет у моря, рыба дорогая. Вот я вот об этом говорю, девочки.
Акулы дешевые в Австралии, да? А у нас акулы-то еще найти надо, эту акулу. Так особо я не видела. Вот даже в Капитоль ходила, там же есть рыбный прилавок. Я не видела акулу. Этот скат видела. Так он дорогой. 300 лир за килограмм. 300 теле 1 килограмм ската. Так она мне бесплатно не нужна. Я, если честно, я не ела. Я так в морепродуктах не шарю. Жареную. Хамси это называется. Как килька. Но она тоже дорогая. От 50 теле сейчас она стоит. 50 лира вот эта хамси. Ее, во-первых, рыбу, когда вы покупаете, вы просите, они ее от кишочков вам почистят. Кишочки. Но вы будете платить как с кишочками. На лалили. За $3. $3. 3 на 8 умножите. Сколько это? 3 на 8. 24. Это что, хамси? Ой, девочки, а кажется, чат у меня это летит, а я ничего не вижу. На лалили за $3 хамси. Семка в Евпатории 1200 рублей за килограмм. Вот так вот, девочки. Раечка нам с Казахстана что пишет? Кильку, мойву. Килька, мойва, у нас такого нету. Вот в советское время. В советское время, да, кильки, мойва. Что еще? Спинка ментая. Мать меня заколебала, эту спинку ментая мороженую. Я ее терпеть не могла. Вообще, я в детстве ее объелась. А сейчас бы с удовольствием. А нема. Йог. Короче, девочки, давайте будем закругляться. Час 11 сижу. Знаете почему? Потому что потом обработка видео так много занимает. Бывает, аж на следующий день только выходит видео. Вот это, стрим. Или еще поболтаем. Что вам еще рассказать? Уже все рассказала. Бугур у меня не остынет. Мальчишки еще, не знаю, спят. Там вроде кто-то мелькал. Может, Айден или Октай проснулся. Сегодня же воскресенье, комендантский час. Во-первых, еще мне надо в магазин сходить. Фрукты, что ли, купить. Каисы, что мы про рыбу? Он каисы, урюк, девочки. 25 за килограмм. Когда стоил урюк 25 лира? Даже в прошлом году таких цен не было. Что за цены? Откуда вообще берутся эти цены? Урюк. Хорошо, он в Стамбуле не растет. Из Анталии его привезли. Не из Сибири же. Из Анталии. Что, такая большая транспортировка, что урюк за 25 лир? А на базаре 12. Завтра вот у нас будет базар. 12 он стоил. Прошлый понедельник он у нас 12 стоил урюк. Откуда такие цены на фрукты и овощи? Почему так все дорого? Короче, приготовили с вами бугур, приготовили салаты. Курица у меня есть, курица еще есть. Вот поэтому кури и едим. Это самый дешевый продукт в Турции. Куры. Хотя уже тоже цены поднялись на куры. На куры тоже поднялись. На все поднялось цены. На все. А если цена не поднялась, то граммы уменьшились. Я же вам в прошлое видео говорила. Граммы уменьшились. Девочки, вы мне что-то пишете, а я же вас не вижу почему-то. А у нас в Сибири. в Сибири урюк 100 рублей. Молодцы. Ну, в Сибири, наверное, уже урюк растет. У моих друзей на даче и урюк, и яблоки, и сливы, и виноград, и черешня. Все растет. В Сибири. Кемеровская область. Девочки, я хочу в Ленинск-Кузнецкий. Что-то мне так прям тоска. Сухие абрикосы, да, урюк вот это, кайсы. Куру кайсы, вот это, урюк сушеный, абрикосы сушеные. Вкусные. Вот мы их и жуем, а в них калорий больше, чем в сыром виде. Почему нету рыбного рынка? В моей Махале рыбный рынок, рыбная лавка есть. Ну, как это сказать сейчас? По-современному. В Казахстане тоже цены взлетели на все. Когда я иду по улице, вам иногда показываю в кадр, рыбный бутик. Юнус, там Юнусави торгует. Так я вот, цена в Махале, цена на рыбу будет дороже. В Капитоле, ближайший рыбный рынок есть в Капитоле у нас. Тут буквально 5 остановок от меня. Капитоль, АВМ. Это торговый центр Капитоль. Там есть. Так там 300 лир килограмм, самая дорогая рыба будет. Скат, допустим.
Леврек, морской окунь. Морской окунь, ну сколько он будет? Ну от 50 лир килограмм тоже будет. В Сибирь фрукты привозные. Понятно. В Казахстане тоже цены взлетели на все. Да везде, в любой стране, мне кажется, сейчас. В Америке. В Америке вот у нас друг живет у мужа в Америке. Он прилетает и в Турцию, и вот непосредственно в Стамбуль, и в Америке он живет. Где он живет? В каком штате? Я забыла. Забыла. Он говорит, в Америке фрукты, та же черешня дешевле в разы, чем в Стамбуле. А у нас тоже, Таня, упаковки усыпают. Вот, видите, а цены растут. Граммульки убирают, чтобы не так это... Раньше было 8-10 в упаковке, сейчас 3. Ну, цена та же. Цена та же. А я так подумала, чем вот эти вот 3 покупать, это что? Это кисломолочный продукт, йогурт фруктовый, там сладкий. Йогурт купи банку, намешай себе варенье или сухофрукты, или измельчи, или вон фрукты те же купи. Или сахара на худой конец добавь в йогурт. Вот тебе и будет сладкий йогурт. Напиток. Я решила, девочки, экономить. Одежда у меня есть, я себе набрала барахла. Продукты. Ну, продукты, если я могу все поесть, мальчишки не будут обу что кушать. Как одна девочка мне какой хороший комментарий написала. Ты, говорит, Таня, планку задала своим этим снохам, гелинкам. Высокую планку, говорит, ты задала. Мальчишек типа балуешь едой. Они женятся. Тяжело будет это соответствовать. Я говорю, ничего, мальчишки сами умеют готовить. И жену научат. Меня же муж научил, я же не умела ничего. Я умела что делать? Я как в том кино, помните, девочки? Яичницу пожарить умела, омлет сделать умела и бутерброд. Честно, не вру. Еще я умела эти булки печь. Не знаю как, никто меня не учил. Блины умела печь. Мы когда уже определились с мужем, стали это жить, я ему вот-вот избаловала, мама. А опять я виновата. А мой муж, мы когда с ним сошлись, он говорит, я грибы не кушаю, никогда их не кушал. Шампиньоны вот эти. Потом, говорит, яйца куриные он кушал в детстве, ну, видать, объелся ими, что ли. Короче, тоже не. И курицу, говорит, я не кушаю. Я говорю, а я все кушаю. А я говорю, все кушаю. А он мне приготовил, я к нему в гости пришла. Ничего еще у нас не было. Я пришла в гости, он меня к себе в гости позвал. Ну, может, он с дальним прицелом, а я-то это сама тоже себе на уме. Он, короче, пригласил в гости вечером. Мы там где-то с ним гуляли, он мне цветочки подарил, букетик. А сейчас цветочки, букетик подарил, пошли, пригласил в гости, значит, к себе в арендную квартиру в Ташкенте. Я говорю, мне домой надо, бабушка ждет. Он говорит, а телефон же есть, если что, позвонишь. А мне же интересно посмотреть-то. Посмотреть-то тоже интересно. Любопытство, короче, преобладало. Поперлась к нему в гости. Пришла. А мы до этого сидели в кафе. Ну, что он там? Что мы там кушали? Бутерброд какой-то, сэндвич, и там кофе или чай, или сок, что-то, короче. Ну, а я же это стеснялась. Я говорю, я ничего не буду, мне только стакан воды и сок. Он мне сок заказал, я выпил. А голодная, короче, капец. Домой хочу. Бабушка там на нервах, видать, уже. Уже темно. Еще же автобусы перестанут ходить. На чем? Он говорит, я тебя на такси отправлю домой. Думаю, ну ладно. А интересно же посмотреть, как парень живет. Ну, сколько ему было в то время? Ну, это были 90-е годы, девочки. Сколько ему было? Ну, ему лет 25. Но если ему 25, у нас 4 года разница. Не, ему побольше было. Ну, мне где-то 22, 23. Ну, и плюс 4 ему. Короче, поперлась. Девочки, на свой страх и риск поперлась. Пришла. Ну, вроде хороший же парень, мы же вроде начинаем как-то общаться. Он все там русский. Он спрашивает, это что? Я говорю, нож. Он там повторяет. Ну, мне интересно, короче, как живет иностранец, молодой парень. Интересно, я поперлась. Он говорит, будешь кушать? Я говорю, ну, я так себе думаю, странный какой-то. Будешь кушать. Ну, если хочешь предложить, принеси в тарелку, дай поднос, я буду. А так, что если спрашивать, будешь кушать,
Я же все-таки молодая девчонка, стесняюсь. Я говорю, нет, спасибо, я не голодная. А сама думаю, вот дурак, блин, принес бы, да я бы не отказалась. Ну, ломаться бы не стала, короче. Ладно, он пошел, потерялся, на кухню пошел. А я сижу на диване, зыркаю. А он жил не один. Им сняли квартиру от фирмы с пареньком. Они вдвоем жили. Там 3 комнаты было. Зал и 2 спальни. Один в одной спальне, другой в другой спальне. Ну, я сижу. Сказали сидеть здесь на диване. Я сижу. Он включил музыку какую-то, пошел на кухню, короче. Думаю, ну, наверное, 3 часа, что там делать? Что там, стучит что-то на кухне. Я сижу, но я скромная, я сижу, жду. Жду. Приносит такой коричневый поднос. На подносе тарелка, типа вот такой вот. Это, знаете, это же только появились в Ташкенте французский порселен. Помните, как это называется фирма? Порселен, французский. Белый у него был. Были коричневые, а у него белый. Это, конечно, не его тарелка была, это хозяйская. Они же квартиру арендовали, это хозяйская была тарелка. Вот такой порселен был, непрозрачный, белый. И, короче, вот именно вот такого размера. Показывала уже, есть, девочки, есть это, в плейлистах все есть, девочки. Вот в плейлисты зайдете, там все найдете. Короче, есть эти фотографии молодости, есть тоже. Короче, в тарелочке лежит что? Что он сделал? Думаю, какой акылы мальчик. Акылы, в смысле, умный. Привет из Москвы. Привет! Привет, спасибо, девочки, мальчики, кто новенький пришел. Спасибо большое, всех обнимаю. Думаю, какой умный. Он ничего не готовил. Он взял консервы фасоль. Это сейчас я знаю, что турки фасоль любят, а в то время я же не знала. Консервированную банку фасоли положил в тарелочку. Консервированную рыбу тунец положил в тарелочку. Огурчик порезал, кусочек хлебушка положил, дал вилочку. Все. И ешь. Сейчас, девочки. Так я уже приготовила. И завтрак, и обед, и ужин у меня. Бугур-пляв с овощами будет. Хотите, курица Айден будет себе жарить, салат возьмет, бугур, если захочет, возьмет. Может быть, блины еще нажарю. Не знаю, посмотрю, если мальчишки захотят. И тунец у меня тоже есть. Ну, по-моему, мальчишки кушали ночью тунец. Банки пустые валяются в мусорке. Короче, принес мне вот это муж, будущий мой. Я же еще не знал, что он будет моим мужем. Вот такую тарелку с едой. Думаю, какой умный парень, блин, ничего не готовил. Консервные банки открыл, смешал сюда, ну, он красиво. И вот я первый раз попробовала консервированную фасоль с тунцом. Сочетание вот это. По отдельности, естественно, я ела. Но вот это сочетание вместе, я вот как сейчас этот вкус помню. Не знаю, уже сколько лет прошло, мне-то уже сейчас 50. Такая вкусная. А, он еще лимончиком сдобрил. И рыбу, и фасоль он лимончиком сдобрил, свежим лимонным соком. Но это классическая традиционная еда турков. Откуда же я знала? Я же не знала. Я попробовала, думаю, нифига себе какой кулинар. А я бы даже до этого не докумекала. Фасоль, тунец, огурчик. Готовый ужин. Думаю, легко и просто. Мне так понравилось. Он меня этим купил, короче. Купил. Привет из Москвы. Привет, спасибо, Настюш. Спасибо, что пришли. Короче, вот так. Думаю, а я на ус намотала. Потом уже, когда мы вместе стали жить, думаю, а чем же я кормить его буду? Утром проснулась, думаю, надо же, и сама хочу есть, и так особо нету продуктов в холодильнике. Думаю, что-то надо готовить. Думаю, а что я умею? Яйца он не ест, он мне сказал, я яйца не ем. А я бы ему омлет бы какой-нибудь забабахала, а он говорит, я не ем. Думаю, блины сделаю. Смотрю, у него там фаршик есть. Я взяла фарш говяжий, обжарила. С лучком, там не с лучком, не знаю. Короче, фарш говяжий обжарила. А блинов настряпала. Ну уж как там настряпала. Ажурные блины, наверное, я в то время еще не умела. Короче, сделала блины, закатала фарш в блины. Обжарила на бутербродном масле. Там штук 5, может быть, у меня там получилось этих блинов. Потому что яиц было мало, молока было мало. Короче, ну, что могла. Сделала, он проснулся.
Я его он говорит, ты сама это сделала? Я говорю, ну да. Он говорит, ну молодец, ты типа бюрек сделала. Я говорю, что? Я говорю, это фаршированные блины, какой бюрек? И все. В общем, мы друг друга удивляли. Потом уже, когда уже дети, я ничего не умела, девочки. Мы тоже ходили по ресторанам вот так вот, или что-то заказ какой-то, пакет-сервис, домой в Ташкенте тоже же был пакет-сервис. У нас кругом вокруг, в Махале были у нас эти, ламинарк. Точно, ламинарк. Точно, Ангелина, ламинарк, точно. Да-да-да, ламинарк, французский порселен, ламинарк, точно. И он приходил вот так, с друзьями уйдет в ресторан, придет вечером, говорит, я вот это ел. Пришел, говорит, я жареный сыр ел. Я говорю, а как ты его жареный сыр? Ну, как каша типа. Он говорит, нет, кусочки резал потом. Я говорю, да не может быть, он же расплавится. Нет, говорит, я позвал повара. Он в этом смысле, ну, не стеснительный. Он вот в любой ресторан придет, муж, если ему что-то нравится или не нравится, он говорит, позови мне повара. Ну, официант, естественно, там, менеджер, может, сначала приходит. Короче, повар приходит, и он с поваром начинает общаться вот на тему, вот, как ты это блюдо приготовил. И повар ему рассказывает, вот это вот так, вот так, вот так. Ну, конечно, не все эти секреты выдает, но основной принцип, как приготовить вот это блюдо, повар рассказывает. Вот он тоже пришел в ресторан, им дали какой-то сыр жареный, там как-то он называется. Ему очень понравилось, он позвал повара, повар ему рассказал, как это делать. Он пришел домой, говорит, я ел сыр, а он сырная же душа. Надо, говорит, вот так сделать. Ну ладно. Пока он там ноги, руки мыл, я ему так сделала, как он мне сказал. Надо, говорит, в яйце обвалять, потом в панировочных сухарях, кубики вот эти сырные. Но сыр, говорит, должен быть специально для жарки. Но у нас его нету, мы возьмем обычный турецкий кошар. Обычный турецкий кошар мы взяли, порезали. Демир в то время уже в Ташкенте работал. В Демире он купил кошар, какой там продавался турецкий. Ну, кто в Ташкенте-то знает, тому понятно, про что я говорю. Демир. Супермаркет Демир назывался, от фамилии Демир. Человек по фамилии Демир, турок, приехал в Ташкент, открыл супермаркет, назвал его Демир. И там турецкие продукты продавались. Вот турки, когда скучали по своим продуктам, шли туда, в Демир, и покупали. Там такие, конечно, цены были ого-го, ну, хотя бы можно было купить. Вот я порезала этот кошар, думаю, ну, испорчу. Зато это... Сказал, я ему сделала. Короче, обвалять вот этот сыр. А сейчас здесь, в Турции, продается специально для зажарки вот этот сыр такой специальный. Там прям написано. Ну, кто живет в Стамбуле, тот понимает, о чем я говорю. И, короче, в яйце обвалять, потом в сухарной крошке обвалять, потом опять в яйце, в сухарной крошке. И на раскаленной сковороде в масле халоми сыр, который жарит очень вкусно. Да, он немножко другой. Его вот так вот взять кушать, не каждый сможет кушать. Он именно вот для жарки. Там, видать, какая-то концентрация, консистент жира, видать, какой-то соответствует для жарки именно, чтобы он не расплавлялся. Не успел расплавиться. И за счет вот этих панировочных сухарей и яйца, он держит форму, и он не расплавляется. Его обжарите, быстро это надо делать, буквально там 2 минуты. С одной стороны, с другой стороны там. И когда его режете, расплавленность вот этого сыра выходит. Корочка его держит, как в домике он, а внутри расплавленный он весь сыр. И вот так режешь, это он мне так объясняет. Я думаю, ну я сделаю сейчас так. Ну я сделала, но, естественно, сыр до конца не расплавился, потому что это же не для жарки был сыр, обычный турецкий кошар. У меня не получилось. Ну, сам, как это сказать, проверила рецепт, короче. Пока он там ноги фоги мыл, я ему быстренько это приготовила. И в горячем виде же это все кушается. Он вышел, а у меня тут уже блюда. Вот так вот я училась. Он придет из ресторана, говорит, я вот это ел. Там макароны с сыром, там, с каким-то там туда-сюда. Я говорю, а ты спросил, как делать? Он говорит, да. Я говорю, ну давай сделаем. Мы вот так вот учились. Ирмик хельвасы, вот этот у меня тоже есть на канале. Манка. И из манки или из муки халва по-турецки. Не было же никаких компьютеров в то время, в 90-х годах, девочки. И спросить не у кого было.
И, короче, он позвонил свекрови. Говорит, мам, помнишь у нас это, унхельвасы, как делать? Я вообще понятия не имею. Для меня это вообще космос. Я вообще впервые слышу. И поесть в Ташкенте негде попробовать. Вот это блюдо, унхельвасы. Что это такое? Муку жарить. Да ты чё, говорю, зачем ее жарить? И это будет десерт. Я говорю, я не буду делать это. Я не умею, потому что... Он позвонил маме. И мама нам по телефону рассказывала. Обычный домашний телефон. Мы позвонили, а она говорит, вот это возьми, вот это возьми, вот это возьми. А мама тоже же там, что забыла, что не забыла там. В общем, сказала. Короче, мы перевели раза 3. Первый раз он мне сделал, мы вместе, я стояла, смотрела унхельвасы, как делать. Какая-то, короче, сухарик получился у нас. Жидкости мало добавили, плохо пожарили эту муку. У нас ничего не получилось, мы попробовали и выбросили мусор. Я говорю, мы, наверное, неправильно сделали. Он говорит, мы неправильно сделали, вообще, говорит, это не то, что мы сделали. Короче, говорит, больше делать не будем. А мне интересно стало, как это, унхельвасы, что это такое? Хочется же, заинтриговал он меня. И я сделала, не знаю, раз 5, наверное, я сделала. Короче, я забабахала много воды. И она получилась у меня очень жидкая, как каша. Но для меня это было вкусно. Я подумала, что это вот так должно быть. Он пришел, говорит, нет, это не так. Это, говорит, вкусно у тебя за счет того, что сахара много. Но, говорит, это не это. Не так ты сделала. Поедем, говорит, в Турцию, я тебя это... Мама сделала. И вот когда мы приехали в Турцию, мама сделала, я попробовала. Думаю, ну ничего такого особенного. Ну, может быть, надо сахарочку побольше положить. Я бы, думаю, я бы еще изюм мелкий бы добавила туда, в унхельвасы. Ну, на свой вкус, я так думаю, добавить надо. И все. Но я процесс уже поняла, как делать. И я приехала потом в Ташкент и начала вот это унхельвасы делать. Потом она мне сказала, что из ирмик. Ну, ирмик в Ташкенте не было мелкой манной каши не было. Нужно было мелкую, специально для хельва. В Турции есть это. Вообще манка в Турции мелкая, очень-очень мелкая, и специально вот для хельва, потому что манные каши не едят же в Турции. Манную кашу делают десерт. Тоже так же манную кашу вы варите, добавляете туда лимона, корочку, цедру вот эту, и в эту форму делаете. Может быть, на канале тоже у меня есть. Форму делаете и в холодильник ставите, она у вас немножко там застывает. В общем, вкусно. Но это тоже манная каша будет. Но это десерт будет. И тоже подают с мороженым. Там или с крема, со сливками можно подать. Ну, в общем, вот так вот я изучала турецкую кухню. Муж меня учил. А потом компьютер появился, когда интернет, уже стало легче. Уже стало легче. Свекровь нет. Свекровь, она сыну может рассказать, мне нет. Как-то особо она своими секретами не делится, свекровь. Она у меня обычно спрашивает, как ты вот это делала? Или там видео увидит, а ты вот это делала, ты что там делала? Я говорю, вот это делала. Она говорит, а ты что вот это? Вот на канале же есть несколько рецептов от нее. Когда мы туда приезжали, есть видео с ней вместе. Она рассказывает, как она то или иное блюдо готовит. Потом она мне говорит, сделай чечевичный хлеб. Вот я сделала чечевичный хлеб. Есть тоже на канале. Может, кто видел уже, девочки. Мука, сахар, сироп и топленое масло для хельвы. Да, мука, сахар, сахарный сироп, топленое масло для хельвы. Да. Основные ингредиенты это вот это. Ну, это тоже нужно знать правильное соотношение вот этих продуктов, чтобы сухарик не получился, и чтобы жидкое не получилось. Когда руку набьешь, тогда легче. А с первого раза, я же говорю, раз 5 я делала, и то я подумала, что это я правильно сделала, а оказывается, это неправильно. И когда ты не видела, не знаешь, а только словесно тебе сказали, вот так надо сделать. Ты даже вообще никогда в глаза не видела и не пробовала, как это можно. Да, надо набить руку. Особенно сложности при вот хельва, когда дома готовишь, вливание жидкости вот непосредственно вот в этот сухой ингредиент. Когда вы обжарили муку или манку, и когда вы жидкость будете вливать, вот это самый основной ингредиент, обжечься нужно. Аккуратно нужно все это делать.
Поэтому вот на канале есть. Кто-то написал, зачем так долго мешаете муку. Так это самое основное, мешать долго муку, чтобы она обжарилась. Конечно, кто-то любит по зажаристей, кто-то по чуть-чуть, но мука должна обжариться. Должна цвет у нее такой характерный, немножко коричневый. Пишмания нет. Пишмания это что такое? Это сахар. Сахар зачем готовить? В любом магазине это продается. Пишмания готовят, когда его нету в магазинах. Тогда готовят. Пишмания... Для турка пишмания... Иди вон в магазин, купи, и будет любое пишмания. Хочешь с орехом, хочешь без ореха, хочешь саде, хочешь какао-лу. Это для нас, когда мы это как бы восточная сладость, для нас дико диковина, чудеса сказочные. Для турка пишмания это не чудеса сказочные. Баклава, да, согласна. Для турка баклава, потому что не каждая турецкая хозяйка дома готовит баклаву. Легче пойти купить. Это очень сложный процесс, приготовить дома баклаву. Не пахлава, а баклава. Привет, вот пришел. Айдын. Айдынчик, а ты будешь лук в салате? Я лук отдельно, вот видите, лук, поэтому я сделала отдельно. Салат отдельно, лук салат. А бугур будешь кушать? Ребятам помаши, тебе привет и передавай. Как у тебя дела, спрашивают ребята. Как новая работа? Еще до новой работы, ребята, он еще институт через месяц только закончит. Пишмания, ну вот если редко, вы можете посмотреть на YouTube каналах, есть. Это обычный сахар. Сахар жжете на сковородке, сахар. Вот Уктайчик пришел. Помаши ребятам, Уктайчик. А, ты давно встал? Да. Ну все, девочки, мальчики, буду мальчишей кормить. Бугур пляв я сделала, мальчики. Я час назад. Будете? Ты тоже не будешь? Не будут мальчиши. Не, я буду. Искренний человек и добрый. Спасибо большое. Спасибо большое. Всех вас. Идет вам и платок, и очки. Да я так особо, девочки, не парюсь. Мне же, как муж говорит, тебе же замуж не выходить. Мне удобно платок нацепила, потому что волосы, падают. Раньше волосы не падали, без платка ходила. Сейчас чувствую, что... Бугур положить? Угу. Давай. Ладно, ну все. Вот, мальчиши. А я смотрела, но сделать не смогу. Не, это трудно. Пишмания в домашних условиях сделать тяжело. Для пишмания есть машина там. Вот. Можешь. Пишмания, это... Ну, ее надо же где-то еще купить. Просто сахар. Тянуть тяжело, девочки. Сила нужна будет. Одеть Нет. нужно резиновые перчатки, не такие Нет, тоненькие надо... медицинские, а потолще. Такие вот, потолще, Нет. строительные. Машинка есть для этого. Туда Хорошо, сахар ложишь люди живут и в России. с палкой- Где найдут эту с машину? палкой Я поняла, делаешь. это в Турции есть. А в Ну. России они живут. Где они возьмут эту машинку? В интернете машинку можно, конечно, заказать, Да, кто в интернете. Турции живет. Но это смысла нету. Зачем вам машинку покупать? Она же ни копейки будет стоить. Пошла вам готовую пишмани купить. Это я к тому говорю, что если вы будете дома готовить, живете в Казахстане там или в России, или где-то в это, перчатки нужно одеть, девочки, потому что руки будут гореть. Горячую смесь, сахар жженый вы будете мешать. Вот так вот, тянуть. Силы лучше, конечно, в 4 руки это делать. Спасибо большое, мальчишки у вас добрые и хорошие, воспитанные и умненькие. Спасибо большое, девочки. Все, буду прощаться с вами. Всех благ вам, ребят. Спасибо большое за вопросы. Может, какие-то вопросы не ответила, простите меня. Чат, видать, это идет, его надо постоянно включать. Да, вот пишмани тяжело дома в домашних условиях готовить. Спасибо большое, ребят, буду. Спасибо большое за лайки, за душевные комментарии, за вопросы. Извините, если лишнего что сболтнула. Ну, как говорится, язык без костей. Все, давай, сынок, помаши, ребята. Какой. Не видно же тебя. Видно, вон, видно. Ага. Пока, говорит. Пока, говорит. Все, ребят, хорошего вам, отличного воскресенья. Рабочей недели с наступающей вас. Всем пока, всех благ, всего хорошего. Пока, ребят. Приятного аппетита, кто кушает. Пока. Ой.